Свершилось, УЕФА опубликовал полное расписание Еврокубков, Лига Чемпионов, Лига Конференции, Лига Европы. Все в подробностях, можно планировать поездки, тем более, если у вас есть паспорт грузинский, у меня, к сожалению, нету. Но а для вас отличные новости, сейчас все разберем, кто, когда и с кем играет и вообще куда стоит лететь, что стоит смотреть. Погнали! Друзья, всем привет! Уже очень много выпусков, надеюсь, вы не устали от меня и про сборную Грузии, и про Еврокубки. Я делал выпуски про отдельные жеребьевки. Сейчас я уже нахожусь в Кутаиси, двигаюсь в сторону Тбилиси, где совсем скоро, 1 сентября, соберется сборная Грузии. Непонятно, что будет с Отаром Китаишвили, которого вчера заменили за травмы. Хвича вроде бы вернулся, сыграл совсем мало, но Пари Сен-Жермен уничтожил Тулузу 6-3. Очень много голов, к сожалению, Хвича не принял в этом участие. Но давайте немного мы отойдем в сторону от матчей сборной. Давайте посмотрим на клубный футбол. Совсем недавно была жеребьевка, куча грузинских футболистов. И Жорж Микаутадзе решил, чтобы нам с вами не было спокойно жить. Ну или, как вы пишете, кто-то за него решил. Он перешел в Вильяреал. И у нас еще один лигочемпионский клуб с участием грузинского футболиста. Это не может не радовать. Ну, давайте пойдем по порядку. Конечно же, Хвича Кварацхелия достоин того, чтобы мы с него начали наш обзор и посмотрели его матч. Давайте разбираться. 8 туров, у всех футболистов будет 8 туров. Я немного скажу про Ньюкасл. Мы ожидаем там Вахтанга Салия. Ну, не знаю я в итоге, будет он играть, не будет он играть. Есть молодежная команда Ю-19, она будет играть в молодежной лиге чемпионов, но как будто бы и там Вахтанга нету. Но, тем не менее, пару слов про Ньюкасл скажем. Итак, друзья, давайте разбираться с графиком. Буду называть даты и центральноевропейское время, потому что, как вы знаете, в Европе часы переводят, а в Грузии нет, поэтому можем мы с вами запутаться. На данный момент разница с центральноевропейским временем в Грузии 2 часа, но после октября будет уже и все 3 часа. Но если вы на эти матчи поедете, то какое вам вообще до этого дело? Итак, в 9 часов вечера играют все свои матчи Пари Сен-Жермен. Начинают они домашней игрой с Аталантой, потом выезд в Барселону 1 октября. 21 октября выездная игра в Ливеркузене. 4 ноября классный домашний матч против Баварии. 26 ноября еще один классный домашний матч против Тоттенхэма. 10 декабря выезд в Бильбао. Кстати, там офигенный стадион, если не были, всем советую. 20 января выезд в Спортинг, встреча с Кучурашвили, мы об этом еще поговорим. И заканчивается все 28 января матчем с Ньюкаслом, где есть шанс встретиться с Вахтангом Салия. Это будет уже 2026 год, ну и все то же время, 21:00 по центральноевропейскому времени. Идем дальше. Георгий Мамардашвили, он еще пока официально за Ливерпуль не дебютировал, но это вполне может случиться, в том числе и в Лиге Чемпионов. Смотрим график Георгия, возможно, и его команды. 17 сентября домашняя игра против Атлетико Мадрид. 30 числа выезд в Турцию, Галатасарай. Тоже, кстати, все в 21:00. Если вы живете недалеко от Турции, я вам советую 30 сентября руки в ноги и ехать в Стамбул. Конечно, билет будет достать сложно, но матч будет крутой 100%. 22 октября матч против Франкфурта, Айнтрахт, тоже выездной. 4 ноября классная вывеска дома против мадридского Реала. 26 ноября еще один домашний матч ПСВ Эйндховен. 9 декабря выезд к миланскому Интеру. И уже 2026 год, 21 января матч против Олимпик Марсель. И это на выезде тоже. И 28 января домашняя игра против азербайджанского Карабаха. Вот такое расписание Мамардашвили. Жорж Микаутадзе, новичок, Вильяреал. Смотрим. И здесь, кстати, очень много классных вывесок. Повод поставить лайк. Друзья, наберем 1000 лайков. Я делаю новое видео. Все по-старому, как мы и договаривались. Итак, смотрим, что у нас здесь. Вильяреал. 16 сентября может состояться, собственно, дебют Жоржа Микаутадзе в рамках Лиги Чемпионов. Представляете, он еще никогда в этом турнире не играл. Ну, надо это исправлять. Играет 16 сентября Вильяреал на выезде против Тоттенхэм Хотспур. 1 октября домашняя игра против Ювентуса. 21 октября домашняя игра против Ман-Сити. Надо ехать в Испанию. Ираклий из Кастельона, если ты смотришь, обязательно поедь на этот матч. Жду от тебя контент. 5 ноября, кстати, в отличие от других матчей, будет 18:45 матч против Пафоса на Кипре на выезде.
Ну, не самая зрелищная игра, но если вы вдруг живете на Кипре, мне кажется, интересно. Помню, что подписчики с Кипра были. Пожалуйста, поставьте лайк, если вы с Кипра, оставьте комментарий. Ну, и тоже от вас жду контент, конечно, по возможности. Идем дальше. 25 ноября, выездной матч против Боруссии Дортмунд. 10 декабря домашняя игра против Копенгагена. 20 января уже следующего года домашняя игра против Аякса. И 28 января будет выезд в Ливеркузен. Вот такой график у Жоржа. Ну, наверное, еще отдельно стоит сказать про Георгия Кочурашвили. Он тоже никогда не играл в Лиге чемпионов, и это тоже может быть очень интересно. Кстати, любопытное начало. 18 сентября играет он против алматинского Кайрата, за который тоже выступают Лука Гадрани, я имею в виду тоже грузины, Лука Гадрани и Георгий Зария. Начинает с домашней игры Георгий Кочурашвили, потом 1 октября выезд в Неаполь. Друзья, если вы скучаете по той атмосфере, когда там был Хвича, когда были рейсы из Грузии прямые в Неаполь, все летали и смотрели и болели, пожалуйста, мчите. И Кочура вот сыграл впервые в составе, в стартовом, в матче против Порту. Спортинг проиграл, но ничего, Кочура был в порядке, и я думаю, что он будет дальше прогрессировать, поэтому 1 октября вы можете запланировать поездку в Неаполь. 22 октября матч против марсельского Олимпика, домашний уже для Спортинга, то есть он пройдет в Лиссабоне. 4 ноября матч против Ювентуса на выезде, 26 ноября матч против Брюгге дома, 9 декабря матч против Мюнхенской Баварии в Германии. Вы помните Натью, которая угадала 5-0? Я уверен, что она должна на этот матч пойти. Натя, если вы смотрите, пишите в комментариях. Мы помним ваш волшебный прогноз, который потрясающим образом сбылся. 20 января идем дальше. Домашний матч против Пари Сен-Жермен. Хвича Кварацхелия приедет в Спортинг. Хинкали, Хачапури. Все будет в Лиссабоне, я уверен. Вы тоже приезжайте. Классная будет игра. Я думаю, что к тому времени уже все форму наберут, никаких травм не будет. А мы будем готовиться к чемпионату мира, куда Грузия вполне может поехать. Идем дальше. 28 января матч против Атлетико Бильбао. Выездная игра. Вот я вам говорил, если вы вдруг не попадете на матч ПСЖ в Бильбао, ну вот гоните смело на матч Атлетико Бильбао и Спортинга. Я думаю, что это будет шедевр. Я все эти расписания сейчас выведу на ваши экраны. И давайте, я как-то совсем забыл, признаюсь, про алматинский Кайрат. Давайте еще про Кайрат, где есть сразу два грузинских футболиста. Лука Гадрани покинет Кайрат зимой, есть еще Георгий Зария. Давайте смотреть, что у них интересно. 18 сентября начинают на выезде против Спортинга, как я уже сказал. 30 сентября сумасшедший матч против мадридского Реала в Алматы. Я не знаю, что там будет происходить, но я туда обязательно поеду. Я обязательно сниму выпуск, и вы его не пропускаете, конечно же, тоже. Идем дальше. 21 октября домашняя игра против кипрского Пафоса. Вполне можно набирать очки. 5 ноября выезд на Сан-Сиро против Интернационале Милана. 26 ноября выездная еще одна игра против Копенгагена. И потом начинается веселая зима в Алматы. Ну, Алматы все-таки климат такой резко континентальный, это не Грузия. И вот 9 декабря туда приедет Олимпиакос греческий, и я думаю, что им не сдобровать. Причем, кстати, любопытно, что 16:30 по европейскому времени эта игра начнется. 20 января будет матч против бельгийского Брюгге, и 28 января заканчивается выездом в Лондон матч против лондонского Арсенала. Как вы видите, афиш очень много всего яркого, интересного. И, знаете, я решил немножечко для вас это все адаптировать. Давайте посмотрим вообще, как можно планировать поездки. К сожалению, вот здесь могла быть какая-то интеграция сервиса по бронированию путешествий или вот чего-то такого. Но у меня пока нет таких контрактов. Извините, если есть рекламодатели, пишите, мы с вами договоримся. Давайте посмотрим. Например, вот первый слот. Вот, кстати, знаете, первый тур Лиги Чемпионов, он будет растянут на 3 дня. Не будет никаких Лиги Европы, Лиги Конференций. И если у вас сейчас есть время, есть деньги, есть желание, или у вас есть богатые друзья, отправляйте им это видео. Поставьте лайк и отправьте им это видео, потому что это просто шикарно. 16 сентября можно отправиться в Англию, посмотреть матч Тоттенхэм-Вильярреал. Возможный дебют Жоржа Микаутадзе, но я не сомневаюсь, что если Жорж будет в порядке, он на поле выйдет. Если он не будет там, не дай бог, травмирован, все будет отлично. 17 сентября берете рейс из Англии, летите во Францию. Матч ПСЖ-Аталанта. Это всегда прекрасно. Парк де Пренс, Хвича Кварацхелия. А 18 сентября летите еще и в Португалию, и там Спортинг Кайрат. Сразу с двух сторон будут грузинские футболисты. Вот такое грузинское комбо можно за 3 дня просто собрать.
Но давайте еще пробежимся по другим играм. Ньюкасл, я сейчас выведу матчи Ньюкасла на экране отдельно. Я сказал про Пари Сен-Жермен, будет матч против Барселоны интересный и против Бенфики. И опять все тот же Атлетик Бильбао. Вот немножечко схалтурил компьютер, и Атлетик Бильбао всем грузинским футболистам отправил. Ну и такое бывает. Давайте коротко пробежимся. Я вот сейчас выведу на экране важные матчи, которые я выделил в дальнейшем. Ну, наверное, здесь стоит выделить 1 октября Барселона ПСЖ. Про Наполи Спортинг я уже сказал. 21 октября Вильярреал Ман Сити. Это просто прекрасно и лучше быть не может. 22 октября Спортинг Марсель. Тоже, в принципе, Испания, Португалия рядом. Можно поехать. Ну, а потом начинается, что 4 ноября огромное количество матчей. И вам будет тяжело совместить. И причем, смотрите, 4 ноября ПСЖ Бавария, Ливерпуль Реал и Спортинг Ювентус. Ну, охренеть просто. Ну, наверное, все-таки я бы выбрал ПСЖ Баварию, конечно, из всего этого. 5 ноября Пафос Вильярреал, шанс для Жоржа Микаутадзе забить очередной. 25 ноября Дортмунд Вильярреал, 26 ноября ПСЖ Тоттенхэм. 9 декабря тоже интересный день. Тут будет Интер Ливерпуль и Бавария Спортинг. Ну, а 10 Бильбао против Пари Сен-Жермен. 20 января я сказал про матч Спортинг ПСЖ и Вильярреал Аякс. 21 января Марсель Ливерпуль. Короче, надеюсь, что вы не запутались в этом всем. И вот картинки, титры, которые я вывожу, они вам помогут разобраться и не заплутать. Но давайте я пока еще выделю, покажу вам матчи других грузинских футболистов. Теперь у нас в Лиге Европы осталось всего 2 игрока. Это Лука Гугишашвили, вратарь ПАОКа, и Отар Китаишвили, игрок штурма из города Грац. Посмотрите на их расписание, что вам будет интересно. Ну, я что здесь выделю, пожалуй, из таких ярких матчей. Ну вот матч против Лиона, тот самый, да, где Жорж Микаутадзе должен был играть, но, видимо, он играть не будет. Еще будет игра против Бетиса, тоже она будет в январе. Вообще, кстати, много классных матчей, они вот по времени пересекаются, и придется выбирать. То есть все посетить едва ли получится. Давайте перейдем к Лиге конференции. Там у нас есть Гурам Каша и Ираклий Азаров. Тоже их расписание есть. Ну, конечно, Лига конференции — это не Лига чемпионов, афиши не такие яркие, но, не знаю, может быть, что-то вам будет из этого интересно, посмотрите. Еще также есть Анзор Миквабишвили и Габриэль Сигуа, футболисты, которые тоже пробились в групповой этап этого турнира. Я, наверное, вот это все, так если подводить итог, да, я сказал очень много про Лигу чемпионов. Ну, давайте еще буквально пару слов вот про турниры послабее. Мне нравится вот календарь на 2 октября. Здесь будет матч Штурм Рейнджерс и Слован Братислава против Страсбура. Ну, то есть вот из этих матчей вполне можно выбрать. 23 октября, кстати, тоже очень интересный день. Здесь будет Селтик Штурм, Глазго, Селтик Парк, это прекрасно. И АЗ Алкмар Слован, словацкий. 6 ноября Штурм Ноттингем Форест и Рапид Вена Крайо. Вот обидно, да? Потому что даже по времени будет отличаться начало этих матчей. Оба в Австрии, но все-таки Вена и Грац достаточно далековато. Если бы по матчу в Вене, наверное, можно было бы и успеть. 27 ноября просто вот все топ-матчи с участием грузинских футболистов в Лиге конференции Лиги Европы. Посмотрите, Панатинайкос Штурм, Слован Рая Валикана, Университете Крайова Майнц и Лех Познань Лозанна. Вот, ну, можете выбирать, пожалуйста, куда отправляться. 11 декабря Штурм Грац, Цервена Звезда, Университете Крайова Спарта Прага. И 18 декабря это заключительный день для турнира Лиги конференции. Там будет играть, например, греческий Аяк и Университете Крайова, а в Швейцарии Лозанна сыграет с Фиорентиной. Ну, еще стоит выделить из не Лиги чемпионских матчей 22 января матч Фейнорд-Штурм. Вот так вот. Большую работу я проделал, признаюсь, потратил несколько часов, чтобы это все разобрать, все это расписать. Все скриншоты внутри видео можете использовать. Я в описании, в закрепленном комменте оставлю список самых главных матчей, которые я советую к посещению. Опять же, повторюсь, если у вас есть грузинский паспорт или вы находитесь где-то в Европе, и вы можете посетить эти игры без каких-то дополнительных сложностей, оформления визы. Ну, и можно и визу оформить ради таких матчей. Просто имейте в виду, конечно,
И все эти классные матчи обязательно я буду обозревать, итоги их подводить, поэтому подписывайтесь. Совсем скоро я отправляюсь в Тбилиси, и мы будем следить за национальной сборной Грузии. Рассчитываю на ваши лайки, на комментарии. Пишите, какой из всех этих матчей, которые тут десяток, просто несколько десятков, вы ждете больше всего, за кого будете болеть и что хотите посмотреть. Я желаю здоровья вам лично, всем грузинским футболистам. И, ну, извините уж, тут не вино, не боржоми, но вот эту чашечку кофе в прекрасной кофейне, можно сказать, в центре Кутаиси за вас поднимаю. Надеюсь, что увидим мы как можно больше побед с участием грузинских игроков в ближайшее время.